Всем привет! Вы на канале Кэт Рукодельница. Сегодня мы будем вязать ажурный пуловер крючком. Он с коротким рукавом и двухцветной обвязкой. Пуловер вяжется прямым силуэтом. Для вязания нам понадобится обхват груди. У меня 87 сантиметров, я делю пополам, получаю 43,5, но вяжу в ширину не 43,5, а 40, чтобы силуэт был более приталенный. Если вы хотите более свободный силуэт, то берите ровно половину обхвата груди. Вот эти сам узор, он достаточно эластичный, он тянется как вдоль, то есть так и поперек. Поэтому я брала меньшее значение. И мы вяжем без убавления и без прибавлений ровным полотном до начала вывязывания горловины. То есть на спинке горловина 7 см глубина, спереди 13 см глубина горловины. Горловина вяжется очень просто, она квадратной формы, то есть мы довязали до начала уровня горловины, потом вяжем правую и левую часть ровно. Затем, когда у нас и спинка, и перед готовы, мы выполняем плечевые швы. И затем начинаем вязать рукав. То есть рукав сразу же подвязываем, он у нас не пришивной. Мы измеряем обхват руки в области плеча, у меня 25 сантиметров. Даем на свободу облегания еще примерно 13 сантиметров. То есть всего 38. Я откладывала плечевого шва 19 сантиметров в одну сторону и 19 в другую сторону. Не беспокойтесь о том, что рукав будет широким. У нас модель выполняется без подрезов, поэтому нам нужна вот эта вот ширина. И сам рукав, он припосаживается, то есть вот видите, как бы такой скос у рукава идет. Так что такой припуск на свободное облегание будет как раз кстати. Затем мы выполняем небольшие убавления и вяжем коротенький рукавчик. Я вязала 9 сантиметров. То есть в конце мой рукав уже составлял 27 сантиметров. Затем мы выполняем боковые швы, уже они у нас цельные, с рукава идут и сбоку. И выполняем обвязку. Она у нас в двух цветах. Дальше уже по ходу вязания я расскажу, как выполнять обвязочку, как выполнять убавление на рукавах. Длина пуловера у меня составляет примерно 51 сантиметр. Все, приступим к вязанию. Вязание я начну спереду. Для этого набираю всего 136 петель, и количество петель должно быть кратно 8. Сейчас набираю еще 3 воздушные петли и начиная с 3-й от крючка петельки буду вязать ажурным узором из шестиугольников. Как вяжется такой узор, на моем канале уже есть видео, ссылка будет в описании. И таким образом мы вяжем без убавлений и прибавлений до начала вывязывания горловины. Я уже провязала перед до уровня выреза горловины. Обратите внимание, что закончила я вязание рядом из столбиков с 2 накидами. Я определила маркерами ширину выреза горловины. То есть вот на эти места оставляем примерно по 8 сантиметров. И сейчас будем вязать отдельно правую часть, отдельно левую часть на высоту примерно 13 сантиметров. Я уже провязала 13 сантиметров с правой и с левой стороны. Вот такая вот горловина у меня получилась, квадратная. Теперь мы с вами свяжем спинку нашего пуловера точно так же, только вырез сделаем менее глубокий. То есть глубина выреза со спинки будет составлять примерно 7 сантиметров. В то время как спереди у нас вот это расстояние 13 сантиметров. Затем мы выполняем плечевой шов. Это можно сделать при помощи нитки и иголки или крючка. Я выполняла швы крючком, столбиком без накида. И затем мы размечаем наши проймы со стороны спинки и переда и приступим к вязанию рукава. Мы берем наше вязание лицевой стороной к себе и начнем вязание рукава с ряда, который состоит из столбиков с накидами. Посмотрите, над элементом из 5 столбиков с 2 накидами мы будем подвязывать столбик с 1 накидом, а над столбиком с 1 накидом вот здесь, то есть будем вязать
5 столбиков с 2 накидами. То есть мы подсоединяем нашу рабочую нить. Вяжем 6 воздушных петель. И дальше столбик с одним накидом подвязываем вот под этот вот воздушный мостик. Затем 2 воздушные и 5 столбиков с 2 накидами вяжем вот за этот вот мостик. То есть и дальше продолжаем так. Узор у нас опять 2 воздушных. И над элементом из 5 столбиков с 2 накидами вяжем столбик с 1 накидом. То есть так вяжем, получается, до нашего второго зеленого маркера. Я провязала первый ряд. Всего у меня получилось 14 раппортов, то есть 7 раппортов по переду и 7 по спинке. Сейчас мы вяжем ряд из воздушных арок. И начиная с третьего ряда будем вязать убавление. Я провязала второй ряд из воздушных арок. Сейчас мы будем в следующем ряду сокращать пол раппорта. Для этого мы вяжем 5 воздушных петель. Поворачиваем вязание. Вяжем столбик с 2 накидами. Затем вяжем 2 воздушные петли и продолжаем вязать как обычно. То есть сейчас у нас идет столбик с 1 накидом, 2 воздушные петли, 5 столбиков с 2 накидами. Вот таким образом получается. И то есть вот сюда вот в следующем ряду мы свяжем воздушный мостик через вот этот один столбик с 1 накидом и закончим ряд, провязав соединительный столбик вот в этот вот столбик с 2 накидами. То есть здесь уже у нас вот сюда вот арочка подвязываться не будет. Теперь мы вяжем ряд практически до конца, то есть остановимся, когда нам останется довязать пол раппорта, и тоже будем убавлять. До конца ряда осталось вязать пол раппорта, то есть сейчас я вяжу 2 воздушные, столбик с 1 накидом и затем столбик с 3 накидами в воздушную петельку. Вяжу 1 воздушную петлю подъема, разворачиваю вязание и вяжу ряд сейчас из воздушных арок и столбик соединительный подвязываю вот сюда. И дальше уже как по рисунку, то есть 5 воздушных идет. И таким образом уже вяжу ряд до конца. И заканчиваю ряд следующим образом. То есть сейчас у меня идет 4 воздушных, соединительный столбик и соединительный столбик в столбик с 2 накидами предыдущего ряда. Следующие 2 ряда мы свяжем без убавлений, а дальше также убавим еще по пол раппорта с каждой стороны. Я провязала 2 ряда без убавлений, и в следующем ряду мы вновь выполним убавление по полу раппорта с каждой стороны рукава. То есть сейчас мы вяжем 5 воздушных петель, поворачиваем вязание, вяжем столбик с 1 накидом, одну воздушную. И начинаем выполнять, как обычно, наш узор, то есть вяжем 5 столбиков с 2 накидами. Таким образом, дальше мы выполняем наш узор, пока нам не останется до конца ряда выполнить пол раппорта.
До конца ряда мне осталось полраппорта, то есть вот последняя арочка из 4 воздушных петель. Я уже связала столбик с одним накидом, сейчас вяжу одну воздушную петлю и столбик с 2 накидами, один под последнюю арку. И затем столбик с 3 накидами в воздушную петлю. Дальше мы делаем воздушную петельку подъема и соединительный столбик под воздушную петлю предыдущего ряда. И дальше продолжаем вязать ряд из воздушных арок. И заканчиваем наш ряд из воздушных арок следующим образом. Я связала 5 воздушных петель, вяжу вот сюда соединительный столбик и соединительный столбик вяжем столбик с одним накидом. Все, и дальше продолжаем вязать без убавлений на необходимую длину рукава. Я уже выполнила рукав, всего его длина у меня получилась 13 рядов. Теперь в точности также мы вяжем второй рукав. Я выполнила уже оба рукавчика. Теперь мы сшиваем боковые швы и шов рукава и приступим к выполнению обвязки наших рукавов, горловины и низа. Обвязку начнем снизу, то есть берем наш пуловер лицевой стороной к себе, вводим крючок под воздушный мостик, присоединяем рабочую нить и будем обвязывать наш низ узором из воздушных петель и столбиков без накида. Как вяжется такой узор, на моем канале уже есть видео, ссылка будет в описании. Мы подсоединили рабочую нить, делаем 2 воздушные петли и вяжем столбик без накида под воздушный наш мостик. Дальше опять воздушная петля и столбик без накида под следующий воздушный мостик. Воздушная петля, столбик без накида сюда же, в этот же мостик. Воздушная петля и столбик без накида в следующий мостик. Вот воздушная петля и еще один столбик без накида. То есть получается, что под каждый воздушный мостик мы должны будем подвязать по 2 столбика без накида. То есть таким образом выполняем обвязку всего низа. И заканчиваем ряд следующим образом. Сейчас я делаю воздушную петлю, вяжу один столбик. Вот здесь вот шов у нас боковой, прям в шов вводим крючок. Воздушная петля и соединительный столбик под воздушную цепочку подъема. Следующий ряд мы будем вязать нитью бирюзового цвета. Соединяем ее следующим образом. Вводим ее в петлю и белую нить хорошенько затягиваем. И начинаем вязать уже нитью бирюзового цвета. То есть я ввожу под воздушную петельку подъема крючок и вяжу первый столбик без накида. Воздушная петля и продолжаем следующий ряд вязать нитью бирюзового цвета. Я уже довязала бирюзовой нитью практически ряд до конца. И чтобы у нас было незаметно стыка между рядами, вот я сейчас связала столбик без накида, воздушную петельку не делаю и сразу же вяжу соединительный столбик, первый голубой столбик. Теперь берем нашу белую нить, следующий ряд будем вязать белой нитью, вводим ее в петлю и голубую петельку затягиваем.
И сразу же начинаем вязать столбик без накида уже белой нити. То есть таким образом, чередуя нити, мы провяжем всего 10 рядов обвязки. То есть у меня будет 5 голубых и 5 белых рядов. Я уже выполнила обвязку, то есть связала 5 рядов белой нити, 5 бирюзовой. Посмотрите, как выглядит соединение ряда, практически незаметное. Также я незаметно завершила вязание крючком, как это делается. На моем канале уже есть видео, ссылка будет в описании. То есть вот с изнаночной стороны, как выглядит состыковка рядов. Теперь приступим к обвязыванию горловины. Для этого берем нашу кофточку лицевой стороной к себе. Вот здесь вот у меня плечевой шов. Подсоединяем нашу рабочую нить под арку. И будем обвязывать нашу горловину узором из столбиков без накида и воздушных петель. Как вяжется такой узор на моем канале уже есть видео, ссылка будет в описании. Мы делаем 2 воздушных петли подъема и вяжем столбик без накида вот под эту же арку. Воздушная петля и столбик без накида под следующую арку. Воздушная петля, столбик без накида под эту же арку. Дальше опять воздушная петля и начинаем столбик без накида вязать под следующую арку. То есть вот таким образом обвязываем горловину до угла. Я уже обвязала до угла, то есть под каждой арочкой у меня получилось по 2 столбика без накида. Дальше мы вяжем столбик без накида прямо в угол нашей горловины квадратной. Затем делаем воздушную петельку, вяжем столбик без накида под арку, воздушная петля, опять столбик без накида под следующую арку, воздушная петля и столбик без накида вяжем вот в этот вот первый сдвоенный столбик, воздушная петля и столбик без накида в следующий сдвоенный столбик, то есть средний мы пропускаем. Опять воздушная петля и столбик без накида под арку, воздушная петля, столбик без накида под следующую арку. И опять провязываем первый и в крайний сдвоенный столбик. То есть таким образом обвязываем всю горловину. И обратите внимание, на рукавах у нас будет обвязка идти точно так же, как вот по этому срезу горловины. То есть у рукавов край в точности такой же. И таким образом мы выполняем обвязку горловины точно так же, как и по низу. Я выполнила обвязку горловины и рукавов. На этом наш полуверх готов. Если вам понравился мой видеоурок, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Обязательно оставляйте комментарии. На этом у меня все. Всем пока-пока.